Всем привет! Добро пожаловать на обзор BMW 530D Gran Turismo 2012 года выпуска. Стоимость данного автомобиля составляет 3 миллиона 200 тысяч рублей. И сегодня нахожусь в республике Татарстан, город Набережные Челны. Автосалон Транстехсервис BMW. Этот обзор будет посвящен экстерьеру и интерьеру автомобиля. Также мы откроем капот, багажник, заведем двигатель, послушаем его звучание. Вот такие ключи. Давайте приступим. Черный кожаный салон, кожа Дакота. Стекла без рамок. Чтобы завести двигатель, нажимаете на тормоз и вот на эту кнопку один раз. Кожаное мультифункциональное рулевое колесо с электрическим усилителем Servotronic. Алюминиевые вставки. Обод рулевого колеса имеет обогрев, электрорегулировки рулевой колонки по высоте и по вылету. Здесь установлен датчик света и датчик дождя. Давайте включим фары. Противотуманные фары, передний и задний, дальний свет фар. Регулирование яркости подсветки приборов. Включим аварийную сигнализацию. Все 4 стекла полностью автоматические. Давайте откроем капот. Хромированная окантовка дверных рамок, антенна в виде акульего плавника. Дюймовые диски, размерность шин 275 на 40, задние дисковые тормоза, шины Pirelli, диодные указатели поворота в хромированном обрамлении, система полного интеллектуального привода X-Drive от BMW, биксеноновые фары, диодные указатели поворота с дневными ходовыми огнями, омыватели фар, передние датчики парковки. Двигатель дизельный, 3 литра, 180 лошадиных сил. Диодный задний блок фар, хромированная вставка на крышке багажного отделения, камера заднего вида, задние датчики парковки, раздвоенный выхлоп,
как мы детально осмотрели экстерьер автомобиля, давайте перейдем к интерьеру. Вставки под темное дерево, электростеклоподъемники, блокировка стекол, электрорегулируемые зеркала с подогревом, также они электроскладываемые. Алюминиевые вставки, панели дверей обтянуты кожей, две позиции памяти для водителя, ниша для вещей, мультиконтурное сиденье, полностью с электрорегулировками, подпор для ног, продольные регулировки по высоте, спинка сиденья, также можно отрегулировать частично спинку сиденья, активные подголовники, боковые валики и электрорегулировки по 4 направлениям, поясничный подпор. Для головы упоры. Управление круиз-контролем. Управление аудиосистемой, регулировка звука, включение между станциями либо между треками, голосовое управление, hands-free Bluetooth и телефон. Давайте послушаем, как звучит двигатель. Для 3-литрового дизеля мощностью 180 лошадиных сил. Звучит отлично. Мультимедийный дисплей системы iDrive, 10-дюймовый дисплей с навигацией и с жестким диском на 12 гигабайт. Тем самым вы можете хранить любые аудиофайлы. Аудиосистема CD, 8 станций, регулировка звука, поиск станций, автоматический двухзонный климат-контроль, температура для пассажира, она имеет ход в полградуса, различные зоны для водителя, индивидуальные настройки, передний и задний обогрев стекол, рециркуляция, автоматическая рециркуляция, температура для пассажира, автоматический режим, различные зоны, подогрев сидений с 3 ступенями, как для водителя, так и для пассажира. Подстаканники, розетка, включение трекшн контроля, предустановки для подвески, спортивный режим, спортивные настройки шасси, располагает к динамичному вождению, режим Normal, конфигурация режима Sport, привод шасси, привод, либо шасси, помощь при спуске, отключение датчиков парковки передних и задних, электрический стояночный тормоз. Чтобы его активировать, нужно потянуть вот этот рычаг на себя с функцией автохолд. Чтобы его снять, нужно нажать на тормоз и нажать на него. Все очень просто. Автоматическая коробка передач 8-ступенчатая. Чтобы переместить селектор коробки передач в режим драйв, нажимаете на тормоз, на кнопку разблокировки и тянете на себя. Режим драйв, спортивный режим, возможность ручного переключения, чтобы в нейтраль перенести. Один раз толкаете, чтобы в режим реверс, задняя передача, нажимаете на кнопку разблокировки и толкаете вперед. Камера заднего вида с линиями парковки. Притом, если вы будете поворачивать руль, линии также будут поворачиваться для более удобной парковки на тесных каких-то территориях.
И чтобы в режим паркинг перевести, нажимаете один раз. Все очень просто. Подготовка под телефон, розетка, аудиовыход, мультимедийная система iDrive, главный контроллер, CD, радио, меню, телефон, навигация, опции, кнопка назад. Можно прокручивать вперед, назад, влево, вправо и нажимать на него. Кнопка ОК. Главное меню. CD мультимедиа. Как я уже упоминал, здесь встроенный жесткий диск на 12 гигабайт. Можете хранить музыку, фото, либо видео. Радио. В таком режиме отображаются станции. Телефон. Посредством Bluetooth связи вы можете сконнектить. Навигация. Сейчас необходим код доступа, чтобы ее активировать от дилера. Можете контролировать e-mail, получать сообщения. Одна из самых интересных опций — это система ночного видения BMW с функцией распознавания пешеходов и функцией предупреждения о столкновении с помощью тепловизионной камеры, которая передает на контрольный дисплей изображения людей, а также животных, находящихся на расстоянии до 300 метров. Система оснащена функцией распознавания пешеходов, которая, соответственно, предупреждает водителя, как только рядом с дорогой или за пределами пучка света эта система обнаружит людей. В качестве опции можно заказать мультимедийную систему для задних пассажиров. На 8-дюймовых экранах она будет установлена. Единственный, наверное, минус — это обзорность назад, но это компенсирует камеры заднего вида. За счет вот этих широких стоек практически она ограничена, но, как я уже упоминал, камера это компенсирует. Качественное звучание аудиосистемы. Элегантный и непревзойденный автомобиль. Службы BMW. Информация об автомобиле. Краткое руководство. Фотопоиск по анимированному меню. Очень удобный, кстати, этот поиск, фотопоиск. Заметно облегчает задачу. По определенным частям можно поискать. Руководство по эксплуатации. Бортовой компьютер. Извиняюсь. Бортовой компьютер. Компьютер поездки. Вся необходимая информация. Состояние автомобиля. В каком состоянии находятся узлы и агрегаты автомобиля. Очередное ТО, уровень масла, давление в шинах, индикатор повреждения шин, основные настройки, дисплей управления, время, дата, единицы измерения, звучание, скорость, климат-контроль, освещение, режим спорт, багажная дверь. Можно отрегулировать, на какой угол вы хотите открыть, чтобы, то есть, открывалась багажная дверь. Профили, обновление ПО. Информативная и интуитивная понятная система iDrive. Она не требует привыкания по сравнению с предыдущей системой. Зеркало заднего вида с автозатемнением. Подсветка. Микрофоны для hands-free с обоих сторон.
макияжное зеркало с подсветкой. Как переднему пассажиру, так и водителю будет очень просторно в этих мультиконтурных сиденьях. Можно практически подкачать под себя корсет и наслаждаться поездкой. Вставки под темное дерево, везде алюминий. Окантовка идет также на вот этих открывашках центральной консоли. Автомобиль очень просторный. Отправляется и ищется. В качестве опции можно заказать проекционный дисплей. Также много приятных мелочей, которые существенно будут помогать водителю. Здесь установлено 6 подушек безопасности. По тактильным ощущениям все материалы приятные на ощупь. Здесь применяется мягкий пластик. Роскошные отделочные материалы. Чтобы выключить двигатель, нажимаете на эту кнопку. Давайте возьмем ключ и переместимся на задний ряд сидений. Подсветка дверей. Для водителя небольшой бардачок. Пепельница. Спинку заднего ряда сидений можно сложить, потянув вот за этот рычаг. В росте 188 сантиметров. Расстояние до водительского сидения, и над головой более чем достаточно места. Боковые вешалки. Очень просторный автомобиль. Особенно задний ряд сидений, также передний. Подогрев сидений с 3 ступенями, как для водителя, так и для пассажира. 2 розетки. Алюминиевые вставки. Так, сейчас мы отодвинем полностью спинку. Я думаю, можно будет раздвинуть подлокотник. Огромный подлокотник. Ниша для вещей. Подстаканники. Задний ряд сидений оснащен системой Isofix для крепления детских удерживающих кресел. И вот этот узкий центральный проем, я думаю, он не будет ограничивать третьего пассажира. И он свободно здесь будет размещен. Чей обиты тканью. Так что, если вы сюда положите какие-то вещи, они не будут греметь. Накладки на порогах с подсветкой. Можно открыть частично крышку багажника, либо же полностью весь багажник. Если вы хотите открыть частично, нажимаете на эту кнопку. Например, чтобы погрузить какие-то либо мелкие вещи. Чтобы открыть полностью, нажимаете один раз, электропривод.
органайзер. И чтобы сложить задний ряд сидений, нужно потянуть за обе петли. Розетка, подсветка. Не очень большое багажное отделение. Чтобы закрыть багажное отделение, нажимаете один раз на эту кнопку. Две позиции памяти для пассажира. Каждой детали в этом автомобиле уделено повышенное внимание. Такие же регулировки имеет и пассажирское сиденье. Упор для ног. Перчаточный ящик с подсветкой. Можно сказать, что это самый неординарный и самый дефицитный автомобиль BMW Gran Turismo. Мне лично этот автомобиль очень понравился. Обзор BMW 530D Gran Turismo 2012 года выпуска завершен. Еще раз напомню, стоимость данного автомобиля составляет 3 миллиона 200 тысяч рублей. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, берегите себя, всем хорошего настроения и до встречи в следующий раз.